Давайте сегодня мы поговорим об прямой мышце бедра. То есть идет она вот так вот, крепится к тазу и ниже колена. И эта мышца очень часто, в половине случаев, именно эта мышца причина того, что наклоняется таз вперед. Поэтому очень важно ее растягивать и знать, как ее растягивать. Ну и давайте я вам покажу некоторые варианты этой работы. Делать это можно очень-очень по-разному. Ну, самое простое, это вы садитесь вот так на попу и подворачиваете ногу под себя. Здесь будет растягиваться как прямая мышца бедра, так и передняя большеберцовая, изгибатели пальцев. То есть сразу двух зайцев можно убивать, хотя это тяжелее. Вот. И теперь в этом положении вы начинаете отпускаться назад и вот так таз прокручивать назад. Вот так вот. Вот я вот таз прокрутил, и у меня сразу мышца вот натянулась. Вот. Если этого недостаточно, да, если вы недостаточно гибкий, вам вот этого хватит. Но если вы человек гибкий, особенно у девушек, этого будет мало. Тогда вы начинаете опускаться на локоть. Сначала на один локоть, потом два локтя, да, потом опять подкручиваете таз. Вот я уже чувствую натяжение, хотя и недостаточно сильное. Если этого мало, тогда вы полностью ложитесь на пол. Вот видите, я уже могу ложиться, хотя полгода назад я не мог так сделать. Вот. Может отрываться немножко колено, ничего страшного. И вы вот так лежите. Один подход составляет 2-3 минуты. То есть, если вы делаете 5-10 секунд, смысла нету. Нужно 2-3 минуты вот так лежать. И таким образом идет вытяжение мышцы. То есть, вытяжение идет не от боли, а от времени выдержки. Чем дольше вы держите, тем сильнее растяжка. Можно больше, чем 3 минуты, 5, можно минут 10, но это тяжело. Тяжело вылежать. Вот я лежу, и у меня уже начинает там ступня болеть. Ну, в общем, мышцы тянутся. И в том числе мышцы живота. Если хотите добавить растяжку еще мышц живота, можно вот так руки поднять. Ну и подкручивать таз. Вот. Единственный минус вот у этого упражнения, что сейчас поясница прогнута. И если у вас болит спина, то у вас она заболит сильнее от такого упражнения. Вот. Как можно этого избегать? И вообще, как себе облегчить жизнь? Значит, можно использовать вот такие вот подушки. То есть, вот вы легли, примерились. Сейчас я примерюсь. Ну вот, мне удобно, да? Теперь я опять подгибаю ногу и ложусь на подушку. Вот, лежать гораздо легче, но мышца растягивается. Причем не надо себя держать вот руками, локтями там и так далее. Очень-очень легко. Ну и когда вы сделали, делать надо подходами. То есть вот я сделал одна нога, теперь другая нога. Вот мне сразу тяжело, видите, я только сделал, сразу тяжело, сводит. Поэтому начинайте ногу всегда лучше разминать. То есть, вот я начинаю всегда с легкого. То есть я вот легко сделал нагрузку легкую, вот сейчас это очень легко. Но я подготавливаю мышцу. То есть я не сразу ложусь в максимальную нагрузку. Вот я подержал там, допустим, одну ногу, вторую ногу. Вот я вот так вот порастягивал, посидел так пару минут, да, порастягивал. Потом я уже могу ниже, потом еще ниже, да, вот, использую подушку. Опять же я там, ноги поменял там, одну, вторую.
Ну, все это пару-тройку минут занимает, да? Подход такой. Ну и вот теперь уже у меня эта нога размялась, и я могу уже, видите, на подушку лечь. Вот. Потом подушку я сдвигаю, допустим, дальше. И, соответственно, опускаюсь ниже, видите? Но нога уже мне дает. То есть я могу ниже, ниже. С каждым подходом становится легче, 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 легче делать. Вот. Но это все для тех, у кого более-менее хорошая гибкость. Большинство из вас даже на подушку вот так не ляжет. Как это делаю я, потому что мне полгода пришлось растягивать мышцы, чтобы вот так лечь. Вот, давайте я покажу варианты для совсем бабушек и таких совсем деревянных. Первое, что вам надо делать, это просто сесть. То есть вы встаете вот так. И просто надо опуститься, вот таз опустить между ног. Вот это первое, что вы должны научиться сделать. Некоторые так не могут. Даже вот моя мама, например, она не может так сделать. И постепенно, постепенно вы выпрямляетесь. То есть вы должны сесть уже вот в таком положении. Сидеть. Легко. Потом можно чуть-чуть раздвинуть ноги, чтобы таз опускался между пяток. Если вы просто вот так сидите, то у вас еще растягивается передняя большеберцовая мышца. Одновременно вот это упражнение. Вот. Но для тех, у кого очень не гибкая, то будет растягиваться и прямая бедра. И вот постепенно, постепенно, видите, дальше, дальше. То есть у меня сейчас тянется ступни, а здесь я вообще не чувствую натяжения. То есть это говорит о том, что передняя большеберцовая более короткая, чем прямая бедра. Вот. И также можно потом постепенно ложиться назад. В идеале это вот так. Но начинаете вы отсюда. Вот. Встали. Сначала даже можно не на ступни класть, а на пальцы ставить. И постепенно, вот так постепенно, для стариков, опускать попу на пятки. Пока вот у вас вот так не опустится попа, и вы не сможете вот так. Потом уже ставите ступни, потом выпрямляетесь. Ну а потом уже по одной ноге, когда вы этого добились, как я показывал до этого, потом начинаете с одной ногой, пока не ляжете, со второй, а потом обе ноги и тоже лечь. Вот. Я с двумя ногами лечь не могу, поэтому не покажу. Извините. Вот. Но есть еще варианты этих упражнений. И давайте я тоже их покажу. Почему? Потому что эти варианты хороши для негибких людей и также хороши для тех, у кого болит спина. Но там потребуется стена. Я вместо стены буду использовать стул. Вот у меня стул. И что я делаю? Я беру рукой свою ногу, а вторую ставлю. А на стул я просто опираюсь. И вот теперь я начинаю опускаться вот на колено и разворачивать таз. Ну, а ногу, естественно, притягивать. Вот. Но мне так делать не очень удобно. Мне гораздо удобнее делать возле стены. То есть я ногу ставлю вот либо на стул вот так, либо представьте, что это не стул, а стена. Просто у меня нету стены здесь. И вот я пальцами уперся в стену. Вот. И тогда вот так я встаю и, прогибая в тазу ногу и плечи отводя назад, вот я натягиваю мышцу. Вот сейчас она у меня натянулась. Вот. Можно вот так вот тоже опуститься и натягивать. Вот в этом положении у вас поясница не будет переразогнута. Вот. Удобнее именно, чтобы это было не стул, а стена. И вы регулируете. Чем ближе вы колено ставите к стене, тем сильнее растяжка. Вот я беру попу к пятке, видите? И подворачиваю еще таз. Вот.
натягивается очень сильно. То есть растяжка идет гораздо сильнее, чем в предыдущем упражнении. Но при этом совершенно свободна поясница. То есть вот это подходит для тех, когда у вас болит спина. Ну, например, у вас скрученный таз, и вам нужно одну мышцу растянуть, да, чтобы убрать скрученный таз. Вот это последнее упражнение очень-очень хорошо для этого подходит. И буквально я за один сеанс вижу, что таз выравнивается. Да, потом происходит откат, но ничего страшного, потом повторяете, за неделю скрученный таз уходит, спина перестает болеть. Вот, что можно добавить еще? Желательно, конечно, делать это все на разогретые мышцы. То есть вы должны мышцы размять, поприседать, подвигать. Либо в крайнем случае можно просто вот так вот поразминать, разогнать кровь. Это будет легче. Можно также добавлять некие постукивания, да. То есть вот вы взяли и начали простукивать. Тоже помогает снять напряжение, очень легко так. Вот, есть еще хороший такой прибор, тоже он очень помогает. Давайте покажу его. Вот есть такой китайский массажер, он вот так просто делает, вибрирует, да. Ну и он очень удобен именно для расслабления мышцы. Вот я включил его и готовлю мышцу. То есть я ее расслабляю таким образом. Очень приятно. Но в то же время это можно делать именно вот в положении натяжения. Еще лучше. Вот сейчас у меня мышца активно расслабляется. Это все не обязательно, но это ускоряет просто процесс. Но вовсе не обязательно. Если у вас нет такого прибора, никаких проблем вообще. Просто немножко легче. Вот я сейчас это делаю, и я прям чувствую, как меня отпускает. Особенно хорошо, когда это делает кто-то другой. То есть вы лежите, а кто-то вам вот так прибором делает, да, массажером. Или постукивает, или вот так вот расслабляет. Мышца намного быстрее расслабляется, и вы очень легко будете лежать. И вдобавок ко всему это очень приятно. Вот такие варианты. Это с Алиэкспресс купил, он стоит недорого. Правда, держит слабо зарядку, но вполне подходит для работы. Как с собой, так и с другими. Вот. Ну вот приблизительно некий комплекс для растяжки прямой мышцы бедра. Ничего сложного нету. И растянув, вы можете убрать как скрученный таз, так и наклон таза вперед. Это довольно-таки просто.